В этом последнем ролике технического блока я расскажу про то, как мы подключаем сетап и начинаем съемку. Что нужно для начала? Для начала выбираем место для съемки. Стол ставим возле стены или возле окна, если вы будете использовать естественный свет, или просто ставим стул, на стол крепим бумажный какой-то фон и какой-то берем объект для съемки. У меня такой вот квадратик, кубик деревянный. Далее мы устанавливаем свет. Вы ставите, если это не профессиональная еще съемка, ставите настольную лампу, включаете, направляете на объект. Либо, если у вас есть профессиональный свет, ставим свет. У меня один софтбокс светит сверху и софтбокс сбоку. Еще я подключаю второй софтбокс с другой стороны. Далее берем камеру и устанавливаем следующие настройки. Какие нужно установить настройки камеры для съемки стоп-моушена? Выбираем кнопку меню, заходим в меню и смотрим. Первый параметр — качество. Я снимаю в качестве RAW плюс Large. Что это значит? Это значит, что при фотографировании фотоаппарат делает два кадра, которые сохраняются на компьютере. Один кадр в формате JPEG, второй кадр в формате RAW. RAW формат кадров, он очень тяжелый, и иногда он спасает ситуацию, если, например, вы засветили вашу сцену или весь ролик, и тогда кадры в RAW формате можно загрузить в Lightroom или другую программу по цветокоррекции и немножечко вытянуть экспозицию и спасти ситуацию. Для профессиональной съемки нужна вот эта вот настройка. Но если вы делаете упражнения, пока что учитесь, вам достаточно будет снимать вот в настройке Medium. Будет сниматься один кадр и сохраняться на компьютер формат JPEG такого вот размера Medium с нормальным качеством. Так что выбирайте его. Ручная фокусировка у меня стоит выключена, и все какие-то автонастройки, электронастройки стоят в функции OFF, выключена. Автокоррекция яркости тоже, какая-то настройка, выключаем. Сейчас я немножко расскажу про баланс белого. Это очень важная настройка перед началом любой съемки. Выбираем эту настройку и ставим в позицию ручной. Ручная настройка баланса белого. Далее выбираем ручной баланс белого и нажимаем. Вообще ручной баланс белого нужно делать тогда, когда вы выставили вашу сцену, установили свет, и вот нужно сделать первый кадр и сделать коррекцию по белому свету. В таком случае берете белые листочки, кладете в центр сцены и делаете кадр. Сейчас я сделаю кадр. Так, вот он мой кадр. Снова перехожу в режим меню, ручной баланс белого. И устанавливаю вот этот последний сделанный кадр в качестве настройки баланса белого. Использовать данные этого изображения для баланса белого. Окей. Все, если мы включим нашу камеру, то увидим, что белый — это белый. Снова заходим в меню. Шумоподавление при длительной выдержке стоит в режиме ON. Соотношение сторон 3 к 2. Индикатор точки автофокуса запрещено.
Здесь очень важная настройка автоповорот. Она должна быть отключена, потому что внутри камер есть баланс горизонтальный, и если камера как-то стоит немножко под углом, то она автоматически поворачивает кадры, и это создаст очень много лишней работы в дальнейшем, потому что если все кадры будут перевернуты, их надо будет как-то переворачивать на нужный угол и ракурс, так что автоповорот отключаем. Автоотключение у меня стоит 4 минуты, когда камера установлена, и мы долго делаем какой-то кадр, то камера выключается в целях сохранения энергии. Так что тут смотрите, как вам удобнее. Можно ставить меньше по времени, можно больше. А можно вообще автоотключение отключить, и камера не будет выключаться во время съемок стоп-моушена. В целом все, следующие настройки уже не так важны. Дальше крепим камеру над столом. В предыдущих видео я уже рассказывала, какие варианты можно использовать для того, чтобы установить камеру над столом. Далее подключаем камеру к компьютеру. Ставим на стол компьютер, подключаем компьютер к сети и открываем программу DragonFrame. Появляется окно меню, создаем новую сцену, называем ее как-то, ругается, что не английскими буквами. Выбираем частоту кадров 24. Окей. Далее выбираем директорию, куда мы сохраним наш проект. Сохраняем. И вот открывается программа DragonFrame. Далее подключаем камеру. Включаем камеру с помощью сетевого адаптера в сеть, а вторым проводом мини-USB и тот вход, который у вас будет в компьютере, мы подключаем камеру к компьютеру и к программе DragonFrame. Вот идет этот провод, и он у меня вот здесь. Я подключаю. Так, и включаю камеру. Камера пока что не подключилась, потому что потерялась, видимо, связь. Мы поправляем провод и проверяем еще раз. Так, есть контакт. Дальше нам нужно подключить вот этот контроллер к компьютеру. Нужно включить Bluetooth Preferences и найти вот этот контроллер. Он вот включается в положение On, загорается синяя лампочка. И ищем в окне Bluetooth устройств вот этот контроллер. Нажимаем Connect. И всплывает окошко такое с кодом. Этот код набираем на контроллере. Здесь на клавишах есть цифры. Набираем код на контроллере и жмем кнопку Enter. И контроллер подключается к программе DragonFrame. Дальше мы настраиваем фокус в нашей сцене. У нас сейчас все здесь пересвечено. И мы немножечко перекрываем диафрагму на объективе. В предыдущих видео я объясняла, что у меня ручная настройка диафрагмы. Выставляем наш объект по центру и переходим в свойства камеры, в настройки. Вот на эту клавишу. Здесь мы жмем на клавишу, на иконку Focus Check. Она увеличивает наш объект в кадре, и можно очень точно настроить фокус. В коробке вместе с контроллером шла такая вот картиночка. Это картиночка для того, чтобы очень четко настроить фокус благодаря вот этим вот мелким полоскам и элементам.
Настроили. Жмем снова на фокус чек. И дальше вот в этом окне Camera Settings есть настройки камеры, которые подхватываются программой. Здесь мы можем менять ISO. И видим, как сразу свет меняется на нашем кадре. Также мы можем регулировать параметр выдержки. Если вы довольны этими настройками, возвращайтесь в сцену. Мы можем сделать наш первый кадр. Если вы хотите просмотреть кадры, находите папку, куда вы сохраняли ваш проект DragonFrame. Вот лежит эта папка, и сами кадры будут лежать вот в этой директории. Вот JPEG кадр и RAW кадр. Посмотрите, как четко все он снял, какой он резкий и равномерный по свету. Экран программы — это Live View. Она использует кадры более худшего качества для более быстрой работы. И все, давайте снимем первый стоп-моушен.